Израиль официально стал первой страной в мире, признавшей новое мусульманское государство в Африке – Сомалиленд. Это решение сразу вышло за рамки двусторонней дипломатии и приобрело более широкий геополитический смысл, затрагивая одновременно африканское направление, ситуацию вокруг сектора Газа и баланс сил между ключевыми игроками Ближнего Востока. Напомним, Сомалиленд ранее рассматривался как одна из возможных территорий, готовых принять жителей Газы, которые могли бы добровольно покинуть сектор в рамках различных послевоенных сценариев. Однако гуманитарным измерением значение региона не исчерпывается. Сомалиленд располагается в стратегически важной зоне Африканского рога, вблизи ключевых морских маршрутов, что делает его потенциально важным элементом системы региональной безопасности, включая сдерживание активности йеменских хуситов и ограничение влияния отдельных внешних игроков. Официальное подтверждение этому шагу прозвучало в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сообщил, что Израиль признал Республику Сомалиленд независимым и суверенным государством. Совместно с министром иностранных дел Гидеоном Сааром и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохаммедом Абдуллахи была подписана совместная декларация, оформленная по взаимному согласию сторон. Нетаньяху подчеркнул, что документ соответствует духу Авраамских соглашений, реализованных по инициативе президента США Дональда Трампа, тем самым вписав признание Сомалиленда в более широкую архитектуру региональной нормализации. Он поздравил президента Сомалиленда, высоко оценил его лидерство и приверженность делу обеспечения стабильности и мира, а также пригласил его с официальным визитом в Израиль. В ответ президент Сомалиленда поблагодарил израильскую сторону за историческое решение и отметил значение сотрудничества с Израилем в борьбе с терроризмом и продвижении региональной стабильности. Премьер-министр Израиля отдельно выразил благодарность министру иностранных дел и руководству спецслужб, включая главу Моссада Давида Барнеа, за вклад в достижение договоренностей. Израиль также заявил о намерении в кратчайшие сроки расширить сотрудничество с Сомалилендом в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики, что указывает на стремление перевести политическое признание в практическую плоскость. Особое значение имеет тот факт, что Израиль стал первой страной-членом ООН, формально признавшей Сомалиленд независимым и суверенным государством. До этого момента, несмотря на фактическую независимость региона с 1991 года, международное сообщество продолжало рассматривать его как часть Сомали. Таким образом, решение Израиля создает дипломатический прецедент, способный в перспективе повлиять на позиции других государств. Интерес к Сомалиленду усиливается и со стороны США. Ранее власти региона предложили Вашингтону арендовать порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на официальное признание. Речь идет об одной из самых длинных взлетно-посадочных полос в Африке, около 4,1 километра, построенной еще Советским Союзом в 1970-е годы, что подчеркивает стратегический потенциал этой инфраструктуры. Очевидно, что подобное развитие событий напрямую затрагивает интересы Турции. После заявления Израиля Министерство иностранных дел Турции выступило с жесткой критикой. Пресс-секретарь МИД Турции Онджу Кичели заявил, что Анкара решительно поддерживает территориальную целостность Сомали и рассматривает признание Сомалиленда Израилем как очередной пример незаконных действий правительства Нетаньяху. По его словам, этот шаг является вмешательством во внутренние дела Сомали и направлен на создание нестабильности на региональном и глобальном уровнях. Он подчеркнул, что решения, касающиеся будущего Федеративной Республики Сомали и региона Сомалиленд, должны приниматься с учетом воли всего сомалийского народа. Анкара, как было отмечено, продолжит поддерживать сомалийский народ и придает большое значение миру и безопасности в районе Африканского рога. Однако за официальной риторикой Турции просматривается более глубокое стратегическое противостояние с Израилем. В последние годы Анкара последовательно наращивала свое влияние в Сомали, инвестируя в инфраструктуру, экономику и военное сотрудничество, включая подготовку сил безопасности и контроль над рядом ключевых объектов. Для Турции Сомали является важной опорной точкой,
позволяющий проецировать влияние на Красное море и прилегающие морские маршруты. В этом контексте признание Сомалиленда Израилем воспринимается в Анкаре не просто как дипломатический жест, а как прямой вызов турецкой стратегии в Восточной Африке. Фактически речь идет о попытке Израиля закрепиться в зоне, которую Турция рассматривает как сферу своих долгосрочных интересов. Возможное расширение израильского и американского присутствия в Сомалиленде может ослабить позиции Анкары не только в Сомали, но и в более широком африканском измерении. Дополнительное раздражение Турции вызывает и то, что Сомалиленд рассматривается Израилем как потенциальный элемент системы региональной безопасности, направленной против йеменских хуситов и косвенно против иранского влияния. В Анкаре опасаются, что формирование такой конфигурации приведет к появлению нового военно-политического узла, в котором Турция окажется вытесненной на вторые роли. Таким образом, Сомалиленд постепенно превращается в еще одну точку стратегического соперничества между Израилем и Турцией, наряду с Сирией и Восточным Средиземноморьем. На этом фоне турецкая дипломатическая активность заметно усилилась. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел серию телефонных переговоров с главами внешнеполитических ведомств Египта, Саудовской Аравии и Иордании, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сомали и Газе. Кроме того, он провел отдельный разговор со старшим советником США по Африке Массадом Буласом, сосредоточив внимание на последствиях признания Сомалиленда. Параллельно израильские СМИ сообщают о возможных планах Турции разместить радиолокационные системы на территории Сирии. По оценкам источников, такие шаги могут ограничить свободу действий ВВС Израиля в сирийском воздушном пространстве, а также усилить оборонные возможности Сирии и Ирана. В Иерусалиме считают, что подобное развитие событий способно еще больше обострить отношения между Израилем и Турцией и повлиять на региональный баланс сил. Примечательно, что на фоне укрепления формата Израиль, Греция, Кипр Армения заявила о готовности подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном. Это происходит в условиях, когда Ереван ранее заключил новые военно-стратегические договоренности с Грецией, союзницей Израиля, что формирует сложную и многовекторную конфигурацию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заинтересованности Еревана в подписании с Ираном документа о стратегическом партнерстве, подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений. Ряд ближневосточных экспертов рассматривает это заявление как сигнал успокоения для Тегерана и попытку показать, что при всей динамике региональных союзов базовые принципы взаимодействия сохраняются. В итоге признание Сомалиленда Израилем становится не изолированным событием, а частью более масштабной геополитической перестройки, в которой африканское направление, противостояние Израиля и Турции, конфликт вокруг Газы и баланс интересов Ирана и региональных игроков все теснее переплетаются, формируя новую, более сложную конфигурацию безопасности. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал RegNews, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.